Все знают, что у нас сегодня на подходе аджна. Чакра очень важная, без нее и видеть нельзя, да, и управлять собой нельзя, и вообще без нее плохо жить, а с ней жить хорошо. Первое по стремлениям, ее ключевая программа – это максимально возможная сила. Да, управлять энергией, управлять собой, управлять там, территориями, своей судьбой. Сила, силище, огромное силище. Одно из основных проявлений, за что, собственно, аджна отвечает. Слабый человек, преграда, встал, страшно, убежал. Или помер от страха. Чем определяется сила? А насколько сложные преграды вы способны преодолевать. Чем сложнее приз, тем более мощные преграды его защищают. Побеждает самый сильный. Тот, кто не боится и способен все это преодолевать. Да, вот, управлять собой, пробуждать максимальную энергию, гасить внутренние проблемы, да, вот это то, что дает воля. Вот она должна быть максимально возможна. Это способность достигать в конечном итоге результат. Все возможные способности. Способность астрального зрения, видишь, классно, это дает тебе преимущество. Владеешь боевыми искусствами, классно, это дает тебе преимущество. Владеешь холодным оружием, классно, дает тебе преимущество. Владеешь какими-то способностями, это дает тебе преимущество, это сила. Тот, кто не может, тот задачу не решит. Где эти способности необходимы? Можешь, владеешь, ты эту задачу способен решить. В принципе способен. Дальше какие-то принятия решений, действия. Но если есть способность, ей можно воспользоваться. Нет, все, ты стоишь. Эта дорога для тебя закрыта. Почему? Нет инструмента, которым ты можешь пользоваться, в принципе. Поэтому экстрасенсорные способности, физические способности, духовные способности, все способности мне нужны. Все, что есть важнее, маленькие лепесточки. Каждый день за своей способностью отвечает. Мне это нужно все. Следующий блок по способностям. Они в основном перечислены, не все, это может где-то без подробностей. Не столь важно, нам нужно обозначить ключевые направления. Первое – это управление своим вниманием. То есть, когда человек не управляет своим вниманием, у него много проблем, он не знает, что с этим делать, они его дергают, глаза бегают, крутится то одно, то второе. Вот что происходит, он это фиксирует только отчасти. Все остальное его проблемы съедают. Да, его внимание, его время, его энергию. Он выпадает, невнимательный человек всегда выпадает из процесса. Внимательный человек, да, он понимает, что происходит, он видит, слышит, ощущает. Он настроен на то, чтобы на максимум впитать информацию, на максимум использовать возможности. Астральное зрение, третий глаз за него отвечает. Внутреннее видение проходили на первом курсе, связано с экраном, там системы, да, с глазами связано. Но за это в целом, за лицо, за вот эти способности аджна отвечает напрямую. Поэтому вот эти, все другие экстрасенсорные способности нужны все. Все, что во мне заложено изначально, да, по проекту, да, высшими силами, все это нужно изучить, раскрыть и наилучшим образом использовать, а не чур-чур. Что значит чур-чур меня? Я вырываю третий глаз, я вырываю энергосистему остальных глаз, да, нормальных глаз, ну и так далее. Вот. Все, что есть, это правильно, это хорошо, и это нужно раскрывать, ценить, любить, к этому стремиться. По аджне, по ее функциям, то есть если у вас позитивная программа, то эти функции отрабатывают адекватно на том уровне, на котором вы находитесь. И если программы негативные, то, соответственно, эти функции угнетаются, и вы соответствующие возможности теряете. Да, скажем, следующий блок вопросов по аджне. За что она отвечает? За одни из основных экстрасенсорных способностей. Астральное зрение напрямую, символика чакры, да, третий глаз в центре чакры. И астральное зрение и внутреннее видение, экранчик, да, и то, что энергетические системы, связанные с физическими глазами, мы можем читать информацию на экране. За это напрямую отвечает аджна. Если программы аджны негативные, то они угнетают и другие возможности. Какие? Да, помните, первый курс аджна, поток аджны. Основной инструмент воздействия, один из основных. Есть внешний поток, есть внутренний поток. Одни из основных инструментов воздействия. Как на себя. Поток аджны можно направить куда угодно, в любую чакру, на любую часть тела. Можно направить на другого человека, чтобы выполнять, в принципе, такую же самую работу. Дальше. Вот мы вкладываем энергию. Вот сколько производится энергии, определяется чем? Наша чакра аджна, сколько она производит, вот она как? Запрограммирована максимум энергии генерировать
Или я нежная, хрупкая девушка, зачем мне сила? Поэтому вот мощность, которую производит аджна и направляет в любой процесс, неважно в какой. В силовые упражнения, в какое-либо действие, в достижение любой цели, неважно. Вот сколько она способна произвести, а какая сила вам нужна? То ли максимум, то ли чуть-чуть, не напрягаясь. Да? И производит энергию основное. Вот основное сознание направляет энергию куда-либо. Это сама аджна. И второе — система самовнушения. Да, это отдельная система, но аджна дает им программы по максимуму или по минимуму. Отказ от силы, да, вообще отрезать, похоронить. Да, практически не работают. И изменяемость и сила в этом случае тоже почти стремится к нулю. Почему? Ну, шеф сказал. Шеф сказал, не нужно напрягаться, не нужно работать. Да? Поэтому мотивация мне нужна максимально возможная сила, энергетическая сила. Запускает программы «давай на максимум». И все, что с аджной связано напрямую, чтобы оно также было в тонусе и давало те результаты, для чего, собственно, оно существует. Если вы научитесь, да, вот в течение дня воспринимать себя, и вы же владеете собой, владеете, выключаете напряженность, негатив и включаете свет, то как энергия вы начинаете расти каждый день. Если вы эту задачу не решаете, то маятник. Набрали, напряглись, потеряли, набрали, потеряли. А раз в час вы говорите, да, подключаете, да, вот уже вложение усилий воли, более активные, да, как, примерно как на тренингах, сахасрара, свет-огонь, аджна, свет-огонь, свет-огонь для того, чтобы усилить вот эту энергию. Подкачивать, подкачивать, приподнимать тонус, да, чтобы это было все более сильное ощущение давления.